Приветствую вас на канале Техревизор. Для этого рейтинга я собрал лучшие умные лампочки на 2025 год с самым популярным цоколем E27. Я постарался выбрать лампы с разными характеристиками, чтобы каждый мог найти что-то подходящее для себя. Так, в топе есть разные лампочки, и те, что светят всеми цветами радуги, и более спокойные варианты с белым или желтым цветом. Все они совместимы с разными системами умных домов. Какие-то поддерживают популярные протоколы Zigbee и Matter, так что проблем с подключением или стабильностью работы не возникнет. При этом держал в голове адекватную стоимость. Понимаю, что не хочется переплачивать не пойми за что, поэтому в этом рейтинге вы не найдете дорогих распиаренных решений. Только разумный выбор, который позволит получить качественный продукт по приятной цене. А чтобы вы могли узнать актуальную стоимость моделей из этого рейтинга, я оставлю в описании под видео ссылки на маркетплейсы. Прежде чем продолжить, подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить выход новых обзоров и рейтингов. Ну а теперь приступим. Открывает рейтинг Aqara Lightbulb T1. Это самая дорогая лампочка в рейтинге. С точки зрения среднестатистического пользователя ничем неординарным она не отличается, поэтому по цене-качеству уступила всем участникам. Но если посмотреть со стороны пользователя, который уже имел дело с настройкой системы умного дома, то тут мы получаем важный бонус – возможность подключиться по протоколу Zigbee и Matter. С их помощью эта лампочка становится универсальной для любой системы умного дома – от ВК, Яндекса, Сбера и так далее. То есть она не привязывается к какому-то одному голосовому помощнику, а может работать со всеми. Поэтому если вас не устраивают лампы с Алисой или Марусей, можно рассмотреть вот эту от Aqara. Если говорить конкретно об освещении, то Aqara T1 просто хорошо светит. Ее мощность 8,5 Вт, максимальный световой поток 560 люменов. При этом температура света настраивается от 2700 до 6500 кельвинов, то есть от желто-теплого света до сине-холодного. В целом ее без проблем хватит для освещения ванной или туалета, или можно просто вкрутить в настольную лампу. Но для полноценного освещения детской, гостиной, спальни и других больших комнат нужна хотя бы парочка таких ламп. Продолжая тему про умный дом, дополню, что лампа работает с Алисой, Гуглом и непосредственно с Aqara Home. То есть ее можно подключить к этим ребятам и там уже настраивать сценарии, управлять голосом, просить включать или выключать свет при наличии колонки и пользоваться еще кучей разных функций умного дома. Четвертое место занимает Yeelight Smart LED Bulb W3. Эта лампочка не умеет ни в Zigbee, ни в Matter. Ее просто оптимизировали так, чтобы она работала со всеми популярными экосистемами умных домов. Так, Yeelight Bulb подключается к популярным за рубежом Mi Home от Xiaomi, Samsung SmartThings и Google. И нашими отечественными Марусями, Алисами и Салютами не брезгует. Функционал у всех одинаковый, никакой ничем не отличается. Но из интересного, лампочка может синхронизироваться с музыкой и играми, выдавая разные цвета в такт происходящему. На повседнев это может понравиться ребенку, ну а взрослым может пригодиться на каком-нибудь празднике или просто для создания определенного настроения. В остальном же лампочка легко интегрируется в умный дом через соответствующее приложение. А там уже доступно все управление и настройки. Нет каких-то нареканий по работе. Лампочка держит стабильное соединение, не сбрасывает настройки, четко выполняет заданные сценарии и не делает голову. По основным параметрам расклад такой. Мощность 8 Вт, регулировка цветовой температуры от 1700 до 6500 кельвинов, световой поток 800 люменов. Есть возможность отрегулировать свет по теплоте. Можно сделать более теплый и спокойный свет, чем у прошлой Aqara, за счет нижнего порога в 1700 кельвинов. Полезно, если вы не любите постоянно сидеть с холодным белым, а обычная лампочка не дает столько желтизны, сколько вам хочется. Но это уже мелкие детали, и для большинства пользователей далеко не самый важный момент. Основное – это разноцветное свечение всеми цветами RGB. На третьем месте Sber SBDV 00115. А вот лампочка чисто под экосистему с голосовым помощником Салют. Другие Алисы, Маруси, Google и так далее не поддерживаются никаким образом. В целом лампочка простая, стоит недорого. Можно взять и чисто попробовать, понять, что это вообще такое и может ли оно быть полезным. А дальше уже решать, какую экосистему выбрать. В первую очередь лампочка поддерживает RGB свет, позволяя настроить любой цвет, который только захочется. Диапазон цветовой температуры от 2700 до 6500 кельвинов, что позволяет отрегулировать свет под нужды в моменте, от теплого уютного света до холодного, яркого для работы. Мощностью она на 9 Вт, световой поток 860 люменов.
Его достаточно для большинства стандартных помещений, например, для уютного освещения в спальне, кухне или ванной. Но для полноценного яркого освещения, само собой, маловато будет. Управление лампочкой осуществляется через приложение Salute. Здесь можно настроить яркость, цвет, температуру и даже включить различные RGB-режимы. Например, есть предустановленные рассвет, закат, северное сияние, свеча, романтика и даже фитосвет для заботы о растениях. А там уже сможете настроить свои сценарии и выбрать цвет, плюс управление голосом, выставление таймера и все такое. На второе место поставил TP-Link Tapo L510i. Лампочка для тех, кому не интересны все вот эти свистопляски, RGB-режимы и прочее, а нужен просто приятный теплый свет для создания уютного и хорошего освещения в комнате. Эта лампочка мощностью 8,7 Вт светит на 806 люменов и только теплым цветом температурой в 2700 кельвинов. То есть выкрутить на холодный или уж тем более разноцветный вариантов нет. Можно максимум яркость подрегулировать. Ну то есть вариант для тех, кто четко понимает, что ему нужно. По совместимости с экосистемами лампочка не самая универсальная, но готова работать с Алисой, Марусей, Google Ассистентом и непосредственно с Tapo. Это собственная разработка TP-Link со своими умными устройствами. В России не так популярна, так как хватает своих отечественных представителей, но все же кто-то пользуется. По функционалу все то же самое. Таймеры, сценарии, голосовое управление, расписание, можно сохранить идеально выставленное освещение и потом применить. Из интересного — режим «нет дома». Это для тех, кто беспокоится, что воров привлекает постоянная темнота в доме. Пока семья, например, в поездке, в путешествии или командировке. Для успокоения лампочка будет периодически включаться и выключаться, как бы имитируя, что дома все-таки кто-то есть. Если вам понравилась эта TP-Link Tapo L510i, но единственное, что вас не устроило, ограниченное освещение, то рассмотрите TP-Link Tapo L530i. Эта лампочка и по температуре света выставляется от 2500 до 6500 кельвинов и RGB-режимы поддерживает. При этом остается с тем же функционалом и поддержкой тех же умных домов. Хотя и подороже слегка будет, но все в пределах разумного. Первое место я отдал умной лампочке Яндекс. Она, как и Сберовская, переваривает только яндексовскую Алису, но при этом поддерживает протокол подключения Matter, то есть уже проще подключить умные устройства из каких-то других экосистем. Хотя насчет проще сомневаюсь, но то, что возможно, факт. Поэтому лампочка подойдет и в уже готовый умный дом Яндекса с другими устройствами, и как первая лампа для начала. Еще один важный бонус – лампа работает без интернета. Так, если пропадет связь с провайдером, лампочка будет работать в штатном режиме, а как появится интернет, так все и останется на своих местах. По освещению. Конкретно эта модель позволяет регулировать цветовую температуру от 2700 до 6500 кельвинов, от теплого до холодного света. Если вам нужно, чтобы и RGB освещение поддерживалось, Яндекс также предлагает аналогичную модель с поддержкой RGB света. Они там совсем ничем не отличаются, кроме дизайна коробки и само собой разноцветным свечением. Чтобы вы не запутались, в описании оставил ссылки на все лампочки. Там переходите, не ошибетесь. Световой поток 806 люменов при мощности в 9 Вт. Хотя некоторые пользователи в отзывах говорят о недостаточной яркости, для большинства комнат этой мощности хватает. Просто это классическая ошибка – воткнуть одну лампу в комнате на 20 квадратов и ожидать какого-то особенно яркого света. Поэтому рассчитывайте количество лампочек для помещений, в которых вы планируете их использовать. С функциями и управлением все просто, как и у всех. Подключите лампочку через приложение «Умный дом» с Алисой, настройте яркость и цветовую температуру, и все будет работать как нужно. Там же и весь остальной функционал. На этом мой рейтинг подошел к концу. Стоимость всех моделей рейтинга можно посмотреть по ссылкам, оставленным в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала Техревизор.